Я прожил в нашей деревне, затерянной среди бескрайних лесов и петляющих речек, больше 40 лет. За эти десятилетия я привык ко всему. К суровым зимам, когда снег засыпает дома по самые крыши, к весенним паводкам, отрезающим нас от цивилизации, и к капризам природы. Я знал повадки каждого лесного зверя и уж, конечно, досконально понимал психологию домашних животных. Но за все это время я ни разу не видел, чтобы скотина вела себя так странно, необъяснимо и даже жутко, как моя корова Зорька в тот злополучный четверг. Тот день начинался совершенно обыденно. Конец августа, время тяжелое, но благодатное. Воздух в это время года особенный. Он пропитан запахом сухой травы, антоновских яблок и легкой, едва уловимой дымкой от первых вечерних костров. Зорька, моя главная кормилица, всегда была образцом спокойствия. Крупная, с глубокими карими глазами и белым пятном на лбу, напоминающим звезду, она была не просто животным, а полноправным членом семьи. Особенно теперь, когда неделю назад она принесла теленка. Теленок — маленький рыжий бычок, которого я назвал Борькой, был еще совсем слабым. Зорька оберегала его с какой-то почти человеческой нежностью. Весь день она проводила на пастбище, а к вечеру, едва солнце начинало клониться к горизонту, сама, без всяких окриков, направлялась к дому. Она знала, что в сарае ее ждет охапка свежего сена, ведро теплого пойла и ее малыш, уютно устроившийся на свежей соломе. Но в тот четверг все пошло наперекосяк. Вечер опускался на деревню медленно, окутывая дворы серой вуалью. Я закончил чинить забор и, вытерев пот со лба, подхватил 2 тяжелых ведра. В одном была вода, в другом — мешанка из отрубей и картофельных очисток. Мои суставы ныли к непогоде, и я мечтал только о том, чтобы поскорее управиться с хозяйством и сесть ужинать. Зорька уже ждала меня у ворот сарая. Но вместо того, чтобы, как обычно, нетерпеливо мычать и подталкивать дверь мордой, она стояла неподвижно, словно изваяние. Когда я подошел ближе, я заметил, что ее кожа на загривке мелко подрагивает, а ноздри раздуваются, жадно втягивая воздух, идущий из приоткрытого сарая. «Ну, чего встала красавица?» — ласково проворчал я, ставя ведра на землю. «Заходи. Борька заждался. Небось, проголодался малый». Я попытался подтолкнуть ее в бок, но Зорька даже не шелохнулась. Она была как каменная глыба. Вместо того, чтобы сделать шаг внутрь, она внезапно развернулась и буквально забаррикадировала собой узкий проход. Она выставила вперед голову, низко опустив рога, и угрожающе прижала уши к затылку. Такой я ее не видел никогда за все 7 лет, что она жила у меня. Сначала я списал все на обычные капризы. Может, а вот укусил. Или на пастбище чего-то испугалась, подумал я. Попробовал применить проверенный метод, строгий громкий окрик, который обычно приводил ее в чувство. «Зорька, а ну пошла на место, кому сказал?» Корова даже глазом не повела. Она смотрела не на меня, а куда-то в темноту сарая, и в ее взгляде читалось нечто такое, от чего у меня по спине пробежал первый холодок.
Это не было упрямством. Это была запредельная, концентрированная тревога. Когда я, потеряв терпение, попытался обойти ее сбоку, чтобы самому открыть дверь пошире и затянуть ее за недоуздок, Зорька сделала резкий, агрессивный выпад. Ее рог прошел в каких-то сантиметрах от моего плеча, едва не задев куртку. Я отшатнулся, едва не повалив ведра. «Ты что творишь, дура?» — крикнул я, потирая ушибленное при падении колено. «Совсем взбесилась». Прошло больше часа. Сумерки сменились густой синевой, а затем и чернильной темнотой. Мое терпение было на исходе. Работать в потемках становилось все труднее. Фонарь в сенях горел тускло, отбрасывая длинные пляшущие тени. Внутри сарая по-прежнему царила мертвая тишина. И именно эта тишина начала меня пугать по-настоящему. Где Борька? Почему теленок не мычит, не просит еды? Обычно, едва почуяв мать, он поднимал такой гвалт, что слышно было на другом конце улицы. А сейчас тишина, тяжелая, как надгробная плита. В голову полезли самые нехорошие мысли. Бешенство. В округе поговаривали, что лисы из леса стали выходить к людям, а они первые разносчики заразы. Если Зорьку укусили, то она опасна. Мне стало страшно не только за нее, но и за все хозяйство. Я сходил в дом. Руки дрожали, когда я зажигал свет на веранде. Сначала хотел взять ружье, старую двустволку, доставшуюся от отца, но побоялся. Убить собственную корову, которая кормила меня столько лет? Нет, рука не поднимется. Вместо этого я взял тяжелые кованые вилы. Если она совсем обезумеет, хотя бы смогу держать ее на расстоянии, решил я. Вернувшись во двор, я застал ту же картину. Зорька стояла в той же позе, закрывая собой вход. Но теперь она издавала странные звуки. Это не было мычанием. Это был низкий гортанный стон, почти человеческий по своей мучительной интонации. Каждый раз, когда я замахивался вилами или пытался сделать шаг к двери, она буквально выталкивала меня назад, на открытое пространство двора. Она действовала методично, словно вытесняла меня из опасной зоны. «Зорька, милая, да что же с тобой?» — шептал я, чувствуя, как гнев сменяется липким первобытным страхом. «Пусти, мне надо проверить теленка». Но она была непреклонна. В какой-то момент мне показалось, что она плачет. В свете луны, выглянувшей из-за туч, блеснули влажные дорожки на ее морде. Ночная мгла окончательно поглотила деревню. Соседские окна погасли, и я остался один на один с этой пугающей мистерией. Я решил пойти на хитрость. Если я не могу зайти через парадный вход, я попробую заглянуть в щель. У сарая была небольшая приоткрытая створка сбоку, которую я все собирался починить. Зорька на мгновение отвлеклась на резкий шорох в кустах малины за забором. Пользуясь этим, я, пригибаясь к самой земле, быстро проскользнул вдоль стены. Вилы я шрамал так крепко, что пальцы онемели. Я осторожно приблизился к вертикальной щели между досками, стараясь даже не дышать. Приложил глаз к холодному дереву. Сначала я ничего не видел. Внутри была кромешная тьма, пахнущая навозом и сеном. Но когда мои глаза привыкли к полумраку, я почувствовал, как по спине пробежал ледяной пот, а ноги стали ватными. В глубине сарая, прямо за дверью, в густой тени, сидела огромная, темная и лохматая гора мышц. Это не было игрой воображения. Существо было настолько массивным, что занимало почти все свободное пространство в проходе.
В слабом свете луны, пробивающемся через слуховое окно под крышей, я увидел очертания мощного загривка и когтистых лап. Это был медведь, матерый, старый лесной хозяин, который, видимо, учуял запах новорожденного теленка и пробрался внутрь через заднюю стену, где пара досок давно прогнила и держалась на честном слове. Медведь не просто ел или спал. Он затаился в засаде. Он сидел в тени, выжидая, когда я сделаю шаг в темноту сарая. Если бы я вошел, я бы оказался в смертельной ловушке, из которой нет выхода. Зверь ждал именно меня, легкую добычу, которая сама идет в лапы. В этот миг все встало на свои места. Вся агрессия Зорьки, ее выпады рогами, ее странные стоны — это не было безумием. Моя верная корова, чувствуя запах хищника, который я со своим притупленным человеческим обонянием проигнорировал, все это время спасала мне жизнь. Она знала, что за дверью смерть. Она знала, что ее теленок, скорее всего, уже мертв или забился в самый дальний угол под ясли, и она не пускала меня туда, где я стал бы следующей жертвой. Медведь шевельнулся. Я услышал тяжелое хриплое дыхание и скрип половиц под его весом. Из кромешной тьмы на меня глянули два огромных, светящихся желтым цветом глаза. В них не было животного страха, только холодная, расчетливая ярость хищника, чей план по тихой охоте был нарушен. От ужаса я выронил вилы. Они со звоном упали в грязь, но мне было уже все равно. Я перестал чувствовать собственные ноги, но инстинкт самосохранения сработал быстрее разума. Я развернулся и со всех ног бросился к своей старой Ниве, припаркованной у крыльца дома. Я заскочил в кабину, захлопнул дверь и заблокировал замки. Сердце колотилось так, будто хотело пробить ребра. Я сидел, вцепившись в руль, и смотрел в окно. Зорька осталась стоять на своем посту. Она не убежала, хотя могла бы. Она продолжала защищать вход, закрывая своим телом проход к зверю. Она стояла неподвижно, как часовой на посту, готовая принять удар на себя, если хищник решит выйти наружу. В ту ночь я не сомкнул глаз. Я сидел в машине, освещая двор фарами. Медведь так и не вышел. Видимо, свет и шум мотора его спугнули или заставили затаиться еще глубже. Под утро, когда небо начало сереть, я увидел, как огромная тень бесшумно выскользнула через пролом в задней стене сарая и скрылась в густом тумане, уходящем к лесу. Только тогда я решился выйти. Зорька была изнурена. Она стояла, опустив голову, ее бока тяжело вздымались. Когда я подошел к ней, она не шелохнулась, лишь тихо ткнулась мокрым носом в мою ладонь, как будто проверяя, все ли со мной в порядке. Я заглянул в сарай. К моему удивлению и несказанной радости, Борька был жив. Маленький теленок забился под самые ясли, в узкое пространство, куда медведь просто не смог просунуть свою массивную голову. Он дрожал, но был цел. С тех пор прошло много лет. Но этот случай навсегда изменил мое отношение к животным. Мы часто думаем, что мы хозяева природы, что домашний скот — это просто ресурс, мясо и молоко. Но в тот четверг обычная деревенская корова проявила больше мудрости, верности и самопожертвования, чем многие люди. Зорька прожила долгую жизнь. Я заботился о ней так, как не заботился ни об одном другом животном.
Она до самого последнего дня была для меня не просто коровой, а ангелом-хранителем, который однажды встал на пути у самой смерти, чтобы спасти непутевого хозяина. Каждый раз, когда я прохожу мимо того старого сарая, я вспоминаю те желтые глаза в темноте и тяжелое дыхание зверя. И каждый раз я благодарю судьбу за то, что в моей жизни была Зорька, простая корова с золотым сердцем и невероятным чутьем, которое научило меня главному. Любовь и преданность не знают границ между видами. Дорогие друзья, если эта история тронула ваше сердце, не забудьте поставить лайк. Это помогает нам развивать канал и радовать вас новыми рассказами. Подписывайтесь, чтобы не пропустить ежедневные выпуски наших авторских историй о жизни, природе и удивительных случаях, которые меняют судьбы. Ваша поддержка — лучшее вдохновение для нас.